Так, я правда поздно взял телефон, но происходит полная жопа, блин. Чувак на катере, видно, не очень опытный. Выйти он как-то вышел, я видел, этот катер здесь стоял. А вот сейчас он возвращался, вот смотрите, там, значит, лодка, у нее сзади был там румпель, автопилот, и он нахер это все разнес, блин. Вот, его тут крутит, у него, не знаю, подрульки, наверное, нету. Он задел вон ту лодку. Вот этой вообще жопу разнес. Она старенькая, конечно, но я вижу, прям ошметки болтаются. То есть реально демедж какой-то нанес. Маринера уже вызвали, он с рацией. И он там вот не знает, что делать. У меня была похожая проблема, но я аккуратно выкрутился. Я никого не задел, блядь. А этот товарищ, вот я боюсь тоже, ну, мы носом стоим. А он реально, блин, там вот не знает, что, чем делать. Он не может припарковаться. Ему надо вон в тот угол зайти между лодок. Его здесь крутит, потому что сегодня дует ветер днем. I make video. Oh, yes, yes. Вообще там заблудился, блядь. Его там крутит, вертит, его куда-то вообще в бок закрутило. Он не знает, похоже, вообще, что делать. Там уже маринеры его ловят. Ой-ой-ой. Да. Он там около катамарана очень опасно крутится. Всем привет, друзья! Тут все отмечают Merry Christmas, Feliz Navidad. Я как-то, не привыкший еще сильно к этому. За границей там часто бывал и на Новый год, и на этот. Как-то, Feliz и Feliz, Navidad и Navidad. Короче, Christmas. Вчера в гостях был один товарищ, кайтер. Посидели там, что-то мне друзья рыбки наловили, подарили кучу. Я что-то никак сам не приноровлюсь нормально ловить. Они там на лодке выходили, специальной снастью, целое ведро рыбы. Я не знаю, еще не доем ее. Вот, что-то мало кто в гости приходит, некого угостить. Приходят. Пообщались про всякие кайты, интересно. То есть вчера у меня был такой кайт тусовый, немножко Feliz Navidad. А сегодня я докрасил цепь, якорь. В общем, что-то вот немножко вышел из такого лупа, из петли безделья. У меня каждый день что-то происходило, но все время это какие-то там, что-то туда поехали в магазин, куда-то с кем-то встретились, то есть какие-то мелкие дела, которые, вроде бы тоже что-то они нужны, не нужны, но, в общем-то, они как бы такие, легкое растворение безделья там в каких-то мелких делах, то есть такие несущественные. Вот. Тем не менее, там, какие вопросы решали по лодке, там во вторник будет тут мастер, тут до вторника праздники, поможет мне установить вот этот вот блок импеллера. Я, в принципе, сам представляю все, я его снимал. Там есть нюансы, он там не до конца, то есть разобрал там мою запчасть и не до конца собрал новую, которая на это. То есть лучше это делает мастер, у него есть специальные там инструменты в мастерской. У меня там вопросы по маслу еще возникли. В общем, там во вторник будем все это покупать, менять масло, фильтр, вот этот блок импеллера с корпусом, там со всеми делами, кишками. И в принципе, наверное, во вторник лодка, I hope so, надеюсь, что она будет готова уже к катанию туристов. Но вот сегодня один мелкий случай, я его заснял, правда, уже последствия этого случая, тоже сейчас добавлю видео. Он немножко меня как бы расстроил, напомнил мне тот момент, когда я сам первый раз прилетел на остров, и здесь мне дали помимо этой лодки еще моторную, поменьше той, которая навела здесь мелкий дебош, или как это называется, damage. То есть я тоже, не умеючи управлять моторкой такой вот рыбацкой, она крутится как, я не знаю, как козел на месте, там ветер ее несет, в общем, там много даешь скорость, она начинает быстро ехать, быстро разворачивается, мало даешь, она ни хрена не двигается. То есть, у нее такое очень чуткое управление, надо этим правильно всем пользоваться. Ой, кстати, тут что-то прям русская туса, куда-то на какую-то лодку идет, похоже, путешествовать, кататься. Тут набрали туристов, прям толпу соседей. Так что тут работает немножко туризм, не прям не бьет ключом, но работает.
Отвлекся. Ну, в общем, короче, да, там лодка, блин, человек зашел и что-то растерялся, в свою ячейку никак не мог зайти, она у него там в углу, через все лодки, через всю марину, в общем, начал крутиться, царапаться бортом, а какие-то якоря там об носа лодки. Одну лодку, в общем, его занесло, а он большой, на большой лодочке, не на маленькой, в одиночку еще там, знаешь, без помощников, то есть его занесло, и он снес чуваку кусок румпеля, похоже. В общем, не знаю. То есть теперь чуваку повезло, у которого старенькая лодка румпель. Теперь ему, скорее всего, оплатят либо страховая, либо эти хозяева этой лодки. Весь этот демедж будет повод поменять румпель, потому что там лодка такая древненькая, все хлипенькая, старенькая. Тем не менее, повод поменять. Так что иногда, когда тебе что-то, особенно за границей, что-то ломает, то это с одной стороны плохо, а с другой стороны, может быть, ты даже получишь какие-то плюсы больше, чем ты потерял. Но это ладно, это лирическое отступление. На самом деле здесь райчик, кайтеры страдают. Сейчас опять продолжение циклона, там дует опять не с той стороны и не сильно. Но сегодня вот 13 узлов, наверное, кто-то катается. У кого там побольше кайты, гидрофойлы. Ваня Доронин здесь кайтер известный, чемпион, тренировать пролетел. То есть они катаются. Скорее всего, вчера было 7-8 узлов, там он мне ссылку скинул на реальный этот показатель ветра, там какого-то датчика в Альмедана. Я смотрю, то есть вот и люди, знакомые кайтеры, удивляются, говорят, что ну, в этом первый раз такой за многие года, когда такой вот перерыв с ветром, какой-то ветер не с той стороны, погода, то есть, ну, что-то здесь вот тоже погодный. Зато южный ветер не сильный, слабенький, тепло. В это время года бывает прохладнее, бывает уже 20 градусов на улице, 22, а тут сегодня 24-26, это как бы в тени. На солнце я вот в майке, в шортах, вот здесь чуть-чуть прохладнее, в тенечке как бы яхты. А на улице прям жарковато, и я, наверное, сейчас пойду еще искупаюсь, чтобы немножко охладиться. Вот, вода в заливе тоже, там в океане волны сегодня нету, холодную воду не приносит, она немножко прогревается и купаешься в принципе, ну, не кипяток, но такая вполне себе терпимая, можно там минут 15, 20, 30 поболтыхаться при желании. Вот, а так, ну что тут, сейчас цепь еще чуть-чуть засниму, покажу. Так, тут день, Groundhog Day, ничего не происходит, тепло, в райчике солнце, вкусно, рыба вкусная, компания периодически интересная. В общем-то, в серые московские будни вообще не хочется. Еще с этими событиями тем более. Ну вот, как бы лодка моя, я достал якорь, покрасил. У них есть аналог Хаммерайта, говорят, что Хаммерайт лучше все-таки, но здесь тоже написано, что это антиоксиданты, тролля, то есть аналог его дешевле в 2 раза. То есть такой же Хаммерайт стоит уже там, не знаю, 12-15 евро, этот стоит 6 евро с половиной баночка. Ну и вот я якорь уже выглядит совсем по-другому, был ржавый, где-то с краю подкрашу. Внутри ямы тоже там ржавую часть покрасил, чтобы там, ну, не осталось этих частичек. Вон тут самолеты взлетают сегодня в другую сторону, потому что ветер в другую сторону. У меня тут на соседних лодках разные соседи наприходили, не знаю, куда они кататься. И вот моя цепь. Вот моя чейн болезная, но это которая более новая. Вот я ее покрасил, не идеально, конечно, там есть прогальчики, но у меня еще осталась краска, она подсохнет, я переверну там через день-два. А вот старая все, которая мне глаз выбила, почти, но не выбила, я остался жив. Еще не выкинул, не знаю, там есть участки хорошие, ну как их соединять, я не совсем понимаю. Варить надо, это сложно, ну, пока не выкидываю, не знаю. А так вот обновленная цепь, она гораздо лучше, тем более сейчас покрашенный будет. Все, у меня есть электролебедка для цепи. Ну, вот наша лодка. Что там? Петропавловск-Камчатская селедка. Что у нас на обед? Водка. Нет, не водка, рыба. Ладно, всем спасибо, всем пока. Я пошел купаться. Лагунка ближайшая для купания. Они в этот раз тут всех перехитрили, настелили такую травку на бетон красивую, по которой удобно заходить. И взяли, повесили цепочку, написали, что купаться там нельзя. Но там не тут, а вот здесь уже справа можно.
Но буду заходить здесь, пока лодок нет, никому не мешаем. Не знаю, в чем тут проблема. Это вот решили они, чтобы им никто не мешал кататься, лодочки спускать. Но сейчас никто не катается, не спускает. Пойду искупнусь немножко. Хотя дует ветер, и на солнце тепло, печет, но вот ветерком обдувает, так не жарко нифига. Вот, там даже вон лодка какая-то заходит, под парусами кто-то ходил. То есть ветер с не как бы обычной стороны, с обратной. Соседи просто космические. Ну вот прикольненько сегодня ночью вообще был такой небольшой армагеддец, ветрило, громы молнии сверкали, там лодку чуть-чуть подкачивало, но ничего страшного, хорошо зашвартовано. Значит, у нас такая осенняя московская погодка, дождишка, небо затянуло, серенькое, то есть это хороший повод закрыть гештальт по тоске, по родине, по серому небу. А то тут уже, ну как бы устаешь, каждый день солнце, каждый день жарко, каждый день купаться. Вот есть повод посидеть тут в интернете, фигней пострадать. Не, ну можно курточку одеть, вон люди вон в ветровках гуляют, куда-то ходят, а что? По своим делам в магазинах, там, я не знаю, куда угодно можно, есть торговые центры. Ну, не пляжная погодка, ну что теперь, можно рыбу пойти половить. Ну, в общем, прикольно для разнообразия, а то там слишком, как говорится, это мадам избалованная, жарко, а теперь можно чуть-чуть. Я не хочу вылезать наружу, вон там капает. Сижу в теплой лодочке, буду себе что-нибудь приготовить. У меня рис есть, и может сейчас что-нибудь еще там добавлю. Вот так вот. Дожди. Ну, кстати, время 12 с хвостиком, погода налаживается. Конечно, еще небо такое серенькое, затянутое, но уже тучи дождевые ушли. Где-то там в горах вижу, да, в горах снег лежит, прикольно. А здесь опять тепло. Я, конечно, в кофточке, но вон люди уже в маечках ходят. Уже солнышко через облачка начинает пробиваться. Вон там уже чуть-чуть в сторону, если на лодке в океан выйти, там уже солнце. Прикольно, Канары, тут долго зимы не бывает, хватило на несколько часов.